Иванович, хватит бубнить. Да не хватит. Зачем возвращаться в Киев? Мне тут каждая собака знает. Из Одессы был чудесный рейс. 2 часа я на Капри. Завтра полетите на свой Капри. Очень надеюсь, не дай бог вы решили меня кинуть. Я? Вас? О чем вы говорите? Вас уже старческая паранойя начинает. Привет, Оля. А что ты тут делаешь? Да так, встречаю одного путешественника. В стране хаоса он занимается черти чем. Где же он? Ой, вот он, надо же, не признала. Здравствуйте, Василий Петрович. Здрасте, Ольга Юрьевна. Ну как, накатались? Накатались, Оля, можешь не начинать? Я не знаю, зачем ты назначил подонка губернатором в Харькове. Мне не интересно, чем ты занимался в Запорожье. Я даже не буду спрашивать, какого черта ты в Одессе покупаешь бабочки и смокинги. Откуда ты знаешь? Оттуда. Бутик выставил администрации счет на 8000 евро. Вася, можно один вопрос? Вот как это у тебя получается, а? Ну прямо баловень судьбы. Ты в курсе, что пока ты шлялся по стране, Рада провалила голосование за Карасюка? Да, я знаю. Да? Да. А ты знаешь, что 2 месяца прошло? Если Рада не может выбрать премьера 2 месяца, то… Ее нужно распускать. Ну, слава богу. В общем так, Вася, я собрала всех глав фракций, они ждут тебя в администрации. Пулей туда. Поставишь им ультиматум, пусть голосуют за законы. Не станут, распустишь их. Это хотя бы вы сделать сможете? Это я смогу, Оля. Прекрасно. Поехали. Можно сначала с пилотом попрощаться? В смысле, с каким У пилотом? меня был сложный перелет. Вот. Спасибо вам большое. Не за что. За прекрасную работу. Ну, какие планы дальше? Хотелось бы на Капри. Ну, как-нибудь слетай. Что значит как-нибудь? Василий Петрович, поехали. Да. Что значит как-нибудь? Товарищ пилот, вас ждет экипаж. Не отвлекайте президента. Девочки, Что происходит? Куда это его? как куда? В тюрьму. Как тюрьма? Он же сделал все, что пообещал. Его нужно отпустить. Как отпустить? Может, ты ему еще счета разморозишь? Василий Петрович, нас ждут. Ну и что, как игрушка? Нормально работал? В радиусе 10 метров, потом дает осечку. Да ты что? Ну-ка ты. Вроде нормально работает. Нормально работает. Можно? Да, действительно, нормально Я работает. тебе говорил. Хочешь, такой же подарю. Жене наденешь и будешь ее потряхивать. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. У меня почти все есть, достоинство и честь, и даже крики «Браво!». Персональный самолет мне выделил народ, а что, имею право на животу. Вот тут набью тату, слуга народа. Доброго дня. О, доброго дня, пані Оксано. Чесно кажучи, я сподівався сьогодні побачити пана президента замість пана Мухіна, але сьогодні вже не бачу його. А це означає, що завтра, напевно, тут не буде нікого. Пан міністр просить вибачення, він не зміг прийти. Сьогодні урочиста подія – відкриття пам'ятника Михайлу Грушевському до його 150-річчя. Ну, а ви, звісно, і не знаєте, коли з'явиться президент, так? Ні, це знає тільки пан міністр. Ну так, який відкриває пам'ятник Михайлу Щось, ich kann nicht... Грушевському. Яке складне прізвище, а? Ще раз прошу вибачення, пане Адельвайн Штайнер. Здрасте.
Сидите. Прошу прощения за опоздание. Ничего страшного. Так, все гаразд. Не люблю, когда кого-то заставляю ждать. Например, МВФ. А что там с моими законами? Требует доработки. Вам не хватило недели? Ну, это не быстрый вопрос, мы работаем. Работаете, это хорошо. А вот плохо, что работы у вас больше нет. Вот. Перепрошую, що це? Это мною подписанный указ о распуске парламента. Ой, не подписанный. Сейчас подпишу. Осталось только дату поставить. И все. А зачем же так радикально? Давайте договариваться. Нет, уважаемые, договариваться нужно было раньше. А сейчас вы поднимете свои избранные задницы, пойдете в Раду и единогласно, без дискуссий, проголосуйте за мои законы. Понятно? Вот хорошо, уважаемые и народные избранные. Чергова перемога президента Голобородька. Сьогодні Верховна Рада більшістю голосів прийняла пакет антикорупційних законів, необхідних для отримання Україною кредиту від МВФ. Ну і про курйози. Сьогодні міністр закордонних справ Сергій Мухін відкрив у Львові пам'ятник Михайлу Грушевському. Для громади міста відкриття пам'ятника, встановленого ще у 94-му році, стало несподіваним. Далі наш репортаж із місця подій. Присутні на відкритті гадали, що ж саме зміниться у пам'ятнику. Можливо, у Михайла Сергійовича з'явиться борода, або з'являться зморшки, чи, можливо, зміниться надпис. Проте, на велике здивування, пам'ятник абсолютно не змінився. Та сама борода, той самий надпис і навіть той самий голубиний послід сьогодні урочисто відкрив міністр Мухін. І що далі? Ідей декілька. Ну, наприклад, урочистості з нагоди 250-річчя захвату Галичини Австро-Угорською імперією. От то наполовину австрієць, він оцінить. А львів'яни? Тоді 165 років звільнення Галичини, львів'яни оцінять. А Отто? Ну, тоді відкриття пам'ятнику Шевченка. В якому з них? Любому. Я буду открывать все памятники, пока он не прилетит. Понятно? Це досить. Закони прийняті, президент завтра прилетить. Какая замечательная новость. Это надо отметить. Ти куди? Деловой ужин. Какой ужин? Ужина не будет. Нельзя вот так просто взять и отменить деловой ужин. Брось. Да, Когда во Львов? завтра. Надеюсь, эконом-класс. Естественно. Нам же кредит пока не дали. Я рад, что вы остались верным себе. Моя родина в надежных руках. Пока. Юрий Иванович. Да. Не думал, что это когда-то скажу. Спасибо вам. Вы хороший человек. Ну, неплохой. Сносный. Обнимемся. Нет, это лишнее. Все. Василий Петрович, я никогда себя не прощу, если не признаюсь. Вася, я твой отец. Всегда нравилась эта сцена из «Звездных войн». Будете у нас на капле, милости просим. Спасибо. Смотри мне, электрик. Юрий Иванович, вы забыли. Это вам, на память.
за заботу. Правда, у меня уже один есть, но, как говорится, паспортов никогда не бывает много. Джузеппе. Копай могила. Мне всегда нравился ваш тонкий армянский юмор. Провожать меня не надо. Дальше я сам. Привет, пап. Ты прям мысли мои читаешь. Я целую неделю хотел шашлык. Ты губу закатай, это ритуальный костер. В смысле? Сжечь тебя будем, чучело, за то, что ты из нас первобытных людей сделал. Жать теперь готовим на костре, моемся в реке, живем как в пещере. Ни воды, ни газа, ни света. Платежки. Ну, прости, пожалуйста, я забыл, закрутился. Тому есть причины. Интересно послушать, какие? Государственные, пап. Я попал на похороны к Юрию Ивановичу. Ты что, туда не собирался? Не собирался, но я попал. Вообще была сумасшедшая командировка. Оттуда поехал в Харьков. Харьков поменял губернатора. Собирался в Сумы, а был в Запорожье. Там мэр скотина, представляешь? Притворился, что он больной, на самом деле отмечал день рождения своей жены. И я там. Знаете, здрасте, пожалуйста. А он тетушек вызвал, а они сбитыми. Ну я давай убегать в платье. Знаешь, так прикол. Президент платье. Да, тебе тоже понравилось. Ну так вышло. Вот, да, попал на яхту, еле ноги унес на яхте прямиком в Одессу, да. Ну, то есть хочешь сказать, что завтра заплатишь? Завтра я не могу, я завтра во Львов. Я вообще удивляюсь. И что человек только не придумает, чтобы коммуналку не заплатить. Как же ты в стране бардак разгребешь, если с такой мелочью справиться не можешь? И мелочь. У меня подписание во Львове меморандума с МВФ. Нам могут дать 15 миллиардов. Понятно. Опять деньги на пьянку. Какую пьянку, пап? С Мухиным. Слушай, Мухин вообще ни живой, ни мертвый. Серьезно, неделю торчит во Львове. У него уже голова не о том болит, поверь, он на валидоле. Я знаю, чем ему больная голова болит. По 2 раза памятники открывает. Так уж надо, послал Бог президента, а? О, Господи, как же хочется. Что, удавиться? Упиться. О, я же говорил, алкоголик. Во Львов на пьянку. Да. Раді вітати вас на Галичині, пане президент. Дуже приємно, пане міністр. А где журналист? Я подумал, зачем тебе напрягать? Тем более так соскучился, сам тебя решил встретить. Здорово. Что за запах? Ты что, бухал? Я? Когда? Пойдем. Как там, кстати, глава МВФ? Рвет и мечет? Ты что, золотой человек. Я ему сразу сказал, что ты занят. Он говорит, ничего страшного. Пусть президент делает свои дела, я подожду, сколько нужно. Ну, слава богу. Ты, кстати, тоже дал. Как можно было второй раз открыть памятник Грушевскому? Ты представляешь, какие теперь у тебя будут проблемы? Макс, по сравнению с твоими проблемами это ничто. Какие у меня проблемы? В туалет не хочешь? Нет. Хочешь. Маленький выебанный гнут! Я тут несу всякую ахинею, жопу ему прикрываю, памятники Грушевскому открываю по несколько раз, печень выхватываю, ну ужась на меня! Да я тебя убью! Вместо того, чтобы добивать Раду и принимать законы... Тебя не слышишь? Тебя не Брат! Я спасал страну! Страну ты спасал, Васенька? Нет, это я спасал страну. Не подходи ко мне. А ты знаешь кто? Кто? Ты популист. Не подходи ко мне. Открывай дверь, популист. Хрена фотка. Я не популист. И ты не любишь свою страну. Я люблю Украину. Сейчас мы разберемся, как ты ее любишь. Давай разберемся. Не любишь? Нет, не любишь. Не любишь. Я люблю, нет, не любишь, люблю, не любишь, люблю, не любишь, не люблю, ты никого не любишь, не любишь, я люблю. Ах ты, психопат, бритоголовый, послушай меня. Моя поездка по стране – это фикция. Я ехал совершенно по другому делу. Я видел, по какому делу ты ехал.
Алкаш хренов нажрался так, что вместо Сум в Запорожье поехал. Это была спецоперация. Почему же меня не посылают на такие спецоперации? Пожалуйста! Я тоже хочу по фонтанам побегать, на каруселях покататься, на свадьбе, на яхте, на днюхе у жены мэра хочу побывать. Был план. Так ты еще и план курил. Я ни черта не курил, понятно? У нас был такой план. План по развалу коалиции. А ты думаешь, законы сами по себе принялись? Ну что тут непонятного? У них был план. У нас был план. У кого это? У меня и у Юрия Ивановича. И где же вы его придумали? На похоронах. На чьих? На похоронах Юрия Ивановича. С кем? С Юрием Ивановичем. То есть ты придумал план с Юрием Ивановичем на его же собственных похоронах? Да. Где план? Какой план? Нельзя придумать план с мертвяком! Да, ты пизды! Юрий Иванович жив! Как? Так, Когда? всегда. И что, вообще никто не знал? Даже Анька? Кстати, Диана, что ты один прилетел? Вась, хватит дуться. Откуда я мог знать? Я же не Ванга. Сам посуди, как это смотрится. Ты бегаешь по фонтану, чтобы развалить коалицию. Юрий Иванович, кстати, тоже беспредельщик. Это же надо прятать флешку во рту у мамы. Кстати, наверное, это хорошо, что он столько денег нахапал. Если бы не его яхта, вам бы жопа была. Я, конечно, как представлю тебя в хусточке и в колодках, а я иду такая вся вдоль тебя. С тетушками жесть. Вась, не молчи. Скажи хотя бы 2 слова. Аня в тюрьме. Ну вот, Аня в тюрьме. Как Аня в тюрьме? Ты не забыл, какой завтра день? Завтра у меня сумасшедший день. Встреча с главой МВФ, потом скайп с Генсеком ООН, еще и заседание с НБО. Вообще-то завтра 100 дней, как мы познакомились. Мишка, обидно, что ты забыл. Ты не забыл, но завтра меня ждет сюрприз. Он едет. У него принцип. Ладно. Я все поняла. Это винный погреб. Моя любимая Брунелла и, судя по запаху, сыр с плесенью. Вот сыра я тебе не обещаю, но что-то с плесенью мы тебе организуем. Хорошего вечера. Привет. С возвращением, Андрюша. Тю-тю-тю-тю, ну что ты, Андрей Николаевич, ты не волнуйся, не переживай. Мы знаем, что ты не при делах. Яблочко больше? Витамины. Кто премьер? Андрюш, ну разве мы бы стали решать такие важные дела без тебя, правда? Развели нас, как лохов, на Бессарабке развели. Андрюш, ты не думай об этом. Поправляйся, думай о здоровье. Все-таки не мальчишки уже. А як там донечка твоя? Медовый месяц. Я сподіваюся, у Карпатах. На капле. Вот как раз видео прислала. А ну-ка, ну-ка. Привіт, татусь, як ти там? Почуваєш себе краще? Добрий день. Ми хвилюємося за тебе, у нас все добре. Одужуй скоріше, прилітай до нас. Па-па! Привет.
Привет. Після прийняття Радою необхідних законів президент Голобородько одразу прибув до Львова і разом з міністром Мухіним відправився до Палацу Потоцьких. Там з хвилини на хвилину розпочнеться підписання угоди з Міжнародним валютним фондом. Чесно кажучи, ми взагалі вже і не чекали. Але, як то кажуть, справу зроблено, і тепер не бачимо жодних перешкод для того, щоб ваша країна отримала цей кредит. Дякую. Ну що, перейдемо тепер до додаткових умов. Добре. А що за умови? Стандартні. Пара дрібниць обов'язкових до виконання. Так, пункт перший. Видобуток сланцевого газу. Но у нас его нет. Тепер буде. Да, но это же убьет нашу землю. А сельское хозяйство. Його треба скоротити на 50%, а вирощування пшениці на 70%. Сельское хозяйство – это важное наполнение нашего бюджета. Я даже не могу представить, какие это будут потери. Нічого, знайдете в іншому. І це наша друга умова. Сховище ядерних відходів в Чорнобильській зоні. Звісно, з дотриманням усіх сучасних технологій безпеки. А якщо вам вдасться розширити зону до меж області, то Україна більше ніколи не буде мати проблем. Життя стане щасливим, стабільним і недовгим. Подождите. А не служить підте. Нам очень дорого обходится это ваше «подождите». Мы и так потратили много времени на вашу страну, больше, чем она стоит. Василій Петрович, подумайте самі. Це великі гроші, величезні можливості. Своя партія, більшість в Верховній Раді, громадський фонд для власного користування. 2-3% від 15 мільярдів, я думаю, це непогано, а? Ну, якщо вам треба подумати, чи щось неясно, то... Ні, мені все понятно. Я хочу поблагодарить главу МВФ и членов Совета директоров за потраченное на нас время и за очень содержательную беседу. С чувством глубокой благодарности хочу сказать. Ідіть ви в жопу. І ця умова обов'язкова для виконання. Я понятно изъясняюсь? Мы не попрошайки и не гастарбайтеры. Я хочу, чтобы все запомнили раз и навсегда. Мы не окраина, не пограничье между орками и эльфами. Мы нормальная, сильная, красивая и богатая страна. И то, что сейчас мы лежим на лопатках, не повод ставить нас раком. Но я вам благодарен, правда, от всего сердца, что вы открыли мне глаза, и я смог увидеть, что мы действительно стоим на краю пропасти. Но у нас еще есть шанс стать великой страной. Мы нация открытых, умных и талантливых людей. И когда мы это поймем, что нужно уважать себя, поймем, что стыдно воровать и хапать, что нужно закатать рукава и тупо пахать, не кричать «ганьба и зрада» по поводу и без. Одними языками Украину не построишь. Когда мы перестанем меряться патриотизмом, делить украинцев на своих и чужих, а наоборот, объединиться. Вот тогда слава Украине будет звучать не только у нас, но и во всем мире. А пока идите в жопу.